Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». А для вас я Татьяна. Сегодня я вам хочу рассказать, почему мы вдруг решили несколько лет назад снимать ролики на YouTube-канале и как, собственно говоря, все это работает, как мы это делаем вот уже несколько лет. Ну а вы не забывайте поддерживать нас своими лайками, комментариями и, конечно же, рекомендуйте нас друзьям. Несколько лет назад я решила делиться полезной информацией, которую мы находили здесь, в Испании, чтобы помочь другим людям, которые переезжают в эту замечательную страну. Этот процесс затянул нас, и со временем нам захотелось показывать Испанию не только с туристической стороны, не только путешествия наши, но и реальные вещи, плюсы, минусы жизни здесь, какие-то лайфхаки, делиться информацией продления документов, сбора документов в Испании, чтобы собрать вокруг себя целевую аудиторию, и в дальнейшем развивать свою сферу бизнеса. Ведение YouTube-канала – это настоящая работа, если можно так сказать. Это непростой процесс. То есть некоторые спрашивают, как вы это делаете, и тоже хотят присоединиться к этому. Ну, в этом надо понимать. Для этого надо понимать, что это процесс очень непростой. Мы стараемся показывать, так как наш канал об Испании, мы стараемся показывать Испанию, виды, плюсы, минусы, опыт жизни, какие-то города, достопримечательности. У нас нет целью ставить свой канал как исторический какой-то, который показывает там от иберов и кельтов, или рассказывает о реконкисте, и уже переходя к современной Испании, перечислять всех королей. То есть наша цель не в этом. Наша цель показать, как мы здесь находимся в Испании, какие-то достопримечательности, правду жизни, и для того, чтобы кому-то было немножечко легче. Для того, чтобы качественно снимать контент на канал, для этого требуется очень много усилий. Вот сейчас я вам об этом расскажу, может быть, это кому-то будет полезно. Ну, начнем с того, что прежде всего должна быть какая-то тематика, концепция канала. И в этой концепции вы выстраиваете все свои видео. То есть у вас должен быть материал. Соответственно, к материалу нужно готовиться, нужно изучать большое количество какой-то информации. Все это дело собирать, создавать какой-то сценарий, структурировать это. И, конечно же, нужно, чтобы был хороший звук, хорошая картинка. Для этого тоже нужно работать, нужно средства вкладывать в техническое оснащение. Затем, конечно, нужно материал зрителю хорошо подать, то есть нужно уметь хорошо говорить или стараться хорошо разговаривать, развивать в себе эту, так сказать, такие способности речи, донесения информации до зрителя. Но в основе всего лежит, конечно же, идея, материал, структурирование материала и самое главное – это хороший звук и хорошая картинка, как я уже сказала. Для этого требуются технические средства, а технические средства хорошие требуют достаточно хорошей денежки. То есть нужно это все дело финансировать, нужно вкладывать для того, чтобы получить хороший результат. Всего прочего, когда вы выбираете технику, на которую будете снимать, здесь же нужно еще хорошенько продумать ту программу, в которой будет производиться монтаж. Например, мне тоже вот и сын, и Алексей подсказали программу, в которую можно монтировать. Я не буду ничего рекламировать, до всего можно дойти самостоятельно, в зависимости от того, какая у вас техника, чем вы будете делать видео. Поэтому это тоже очень важно. Программы бывают разные, и, соответственно, разные функции, разные возможности. Но самое главное, вот вся эта техническая оснастка, идея и так далее, это как бы такие составляющие важные, но самое важное – это время. Нужно определенное количество времени. Это не просто взял видео, вот сейчас вот мы отсняли, да, и я просто скидываю куда-то сразу на YouTube. То есть, конечно же, я какое-то время трачу на то, чтобы это видео было доступно, удобоваримо, хорошо звучало, хорошо смотрелось. Я сама монтирую ролики, и это тоже очень трудоемкий процесс, который занимает много времени. Требуется постоянно учиться новому, собирать информацию и быть вовлеченной в процесс. Монтаж – это не только техническая работа, но и творческий процесс, который позволяет донести до зрителя нужные эмоции и мысли. Я нахожу это занятие невероятно увлекательным для себя, ведь именно на этом этапе видео обретает свою окончательную форму и свой окончательный характер.
нужно учиться, нужно собирать информацию. Например, вот мне сыновья, они постоянно доносят какую-то новую информацию. То есть моя голова, она постоянно вот что-то. Мне младший сын, например, новую программу для монтажа подсунул, я должна была это все изучить. Там много интересных функций, разные переходы, разные там титры, в общем, озвучка. Это очень интересно, и это нужно просто не просто снимать ради получения монетизации, а еще и хотеть произвести вот этот продукт. То есть, если вы хотите произвести продукт, у вас все получится обязательно, и вы снимаете, и монтируете с любовью, как бы, и с желанием учиться. То есть мы все время обучаемся чему-то новому, приобретаем какую-то новую технику, и, в общем-то, это тоже такая вовлеченность в процесс. Как много зарабатывает канал. Монетизация – дело очень индивидуальное, у каждого канала свое. Все зависит от той страны, которая смотрит ваш канал, то есть от просмотров, то есть от ряда факторов. Для того, чтобы это понимать, нужно просто этим заниматься. Я наши данные не разглашаю, считаю, что канал – это проект, это работа, поэтому коммерческой информацией я внутренней такой не делюсь ни с кем, и считаю, что это такая внутренняя закрытая информация. Но это зависит от вовлеченности, это зависит от той страны, которая просматривает ваш канал, от вашего зрителя, от вашего контента, от ряда факторов, которые нужно учитывать. Там можно зарабатывать, можно зарабатывать на интегрированной рекламе, чем мы в данный момент не занимаемся, или собирать свою целевую аудиторию для того, чтобы продавать свой продукт или услугу тем людям, которые приходят на ваш канал и заинтересованы в этом продукте или услуге. Важным в этом моменте еще является, в этом процессе создания продукта, видеопродукта на канале, является обратная связь. И обратная связь, дорогие друзья, с вами нам всегда очень важна. Это может быть советы, критика, похвала, или что-то вы можете критиковать и какие-то делать, вносить свои ремарки и замечания. Либо вот в сообщениях, либо вы пишете где-то там на почту электронную, на WhatsApp, либо мы встречаемся с вами лично, и вы говорите лично какие-то нам слова, что вам нравится, что вам не нравится. И мы, конечно же, это все анализируем. Что было такое сообщение тоже под видео, что у вас маленький канал, у вас очень мало подписчиков, вы должны измениться, что-то должны там перестаньте снимать вообще, не занимайтесь этим, потому что у вас очень мало подписчиков. Так вот, дорогие друзья, я прекрасно знаю, и есть такие ресурсы, на которых можно посмотреть, какие каналы развиваются сами, а какие используют накрутки, то есть покупают. Что такое накрутить канал, да? Сейчас уже многие это знают, но есть такие моменты, по которым мне хочется сейчас пройтись, для того, чтобы, если вы соберетесь снимать канал на YouTube и вести такой канал и снимать ролики, то лучше этого не делать. Вот того, о чем я сейчас вам расскажу. Есть такие ресурсы, на которых можно проверить даже другие каналы, которые накручивают зрителей, подписчиков, да, и либо развиваются самостоятельно. То есть, это сейчас очень доступно, наверное. Я не думаю, что это многие из вас не знают. То есть, это все известно. И мы также знаем, что можно, как говорится, купить подписчиков, лайки, комментарии, сделать фикцию такого, что канал там развивается, что у вас много подписчиков, что такая движуха. Но будет ли целевая аудитория приходить к вам? Вы же с какой-то целью снимаете этот канал, создать целевую аудиторию. Например, у нас такая цель и была – создать целевую аудиторию заинтересованных людей в Испании, в нашей локации. В дальнейшем мы знали, что мы будем заниматься каким-то бизнесом, и, соответственно, будем транслировать это тем людям, которые заинтересованы в нас, которые лояльны, которые воспринимают нас должным образом. И, соответственно, вот эта целевая аудитория. Поэтому в данном случае мы пришли к выводу, что для нас накрутка канала – это неуместная вещь. Мы не хотели создавать такую фикцию. Все наши зрители, они реальные зрители. Все вот эти 6 тысяч там с хвостиком – это реальные зрители, которые сами приходят, которые приходят, может, по рекомендации других наших уже зрителей, подписчиков. И, естественно, это глупо просто платить деньги, приводить сюда людей за лайки, комментарии и подписки, если они не принесут вам ничего, то есть заинтересованности нет. Вы выйдете на улицу, и вы не увидите тех зрителей, которые сидят в других каких-то странах и яростно накручивают вам лайки. То есть мы вот как-то смысла в этом не видели, поэтому наш канал, он живой,
живой, он реальный. Это каждый человек, это человек, который приходит. Среди них есть тролли, которые представляются как друзья, среди них есть... Мы уже научились эти годы различать их, я уже умею. Среди них есть агрессивные такие тролли, критиканы, друзья, я их называю так в кавычках, которые все равно ищут момент, чтобы что-то такое ляпнуть негативное, вот, про страну, про людей, про что-то такое. Поэтому мы развиваемся естественно, чего я вам желаю тоже развивать, если вы заинтересованы в развитии канала, снимайте видео, монтируйте качественно, озвучивайте качественно, создавайте уникальные видео, не тырьте ни у кого материал, снимайте сами и не накручивайте канал все-таки, потому что это заметно, это очень заметно, и это не работает. Канал перестает рекомендоваться, когда набираешь, например, там какую-то страну, вот, и в этой, набираешь Испания, да, и какие-то каналы не выпадают. То есть, тут уже видно. Если вы, дорогие друзья, как и мы, хотите снимать видео, вести YouTube-канал, то для этого вам нужно, конечно, время, возможности. Вы должны иметь какую-то идею, концепцию, о чем вы будете снимать видео, чем вы будете делиться с другими людьми. Нужно отбирать информацию, систематизировать ее как-то для того, чтобы сделать контент емкий, интересный. Мы работаем еще над этим. Я не скажу, что у нас все идеально. Мы над этим всегда работаем, стараемся совершенствоваться. Нужно быть готовым к разному, то есть вложение финансовое и усилие временное. Это достаточно трудоемкий процесс. Я уже сказала, что монтировать и озвучивать это очень трудоемко. Иногда много приходится вырезать, много испорченного, не тот кадр, не тот цвет, переснимать. Нужно научиться выбирать нужный фон, план, свет, как-то вот с этим работать тоже. Выглядеть в кадре стараться, то есть какую-то одежду не надевать, просто что-то исключить, потому что что-то ребит, то есть как на телевидении практически, но при этом оставаться естественным, оставаться позитивным, то есть не наигранно, не заучено, а вот стараться нести свою такую энергетику. Появятся тролли обязательно будут критиковать, проходиться по личности, пытаться снизить вашу самооценку, пытаться ущипнуть, и это не всегда какие-то тролли, которые работают на работе, это бывают люди знакомые, какие-то друзья, можно так сказать. Может быть, даже и родственники, то есть у кого что, кто какие истории рассказывал, мы догадывались об очень многих по каким-то косвенным выражениям, словам, что-то совпадало потом, были такие моменты, но при этом это нисколько не вызывает у нас желания не снимать, не заниматься этим дальше, только наоборот. Вначале, конечно же, было очень неприятно, когда первый комментарий, может быть, пришел, я была в шоке просто, но мне сразу старший сын сказал, это нормально. Как ваш канал развивается, да? Когда пришел первый вот этот негативный комментарий, особенно когда по личности они пытаются вот ударить, уколоть кто-то, просто надо не обращать на это внимания, блокировать и не реагировать. Будьте готовы к обратной связи, всегда нужно отвечать на комментарии. Комментарии троллей можно игнорировать, либо уж совсем взорвавшихся отправлять в бан, так сказать. То есть и блокировать, и удалять, и не расстраиваться ни в коем случае. Это не личное, это ваша работа. Канал – это ваша работа, все. То есть там нет ничего такого личного. Не надо комплексовать, закрывать канал, удалять и вешать все на себя. Но обязательно к этому нужно быть готовыми. Каждый YouTube-канал – это проект, он создается ради чего-то, как любой бизнес-проект, как любой бизнес, собственно говоря. То есть вы прописываете бизнес-план, и вы двигаетесь вперед согласно своему бизнес-плану, и никто не вправе вас сбить с этого пути. Так вот и канал – это то же самое, он создается ради чего-то, наш тоже создавался ради определенных целей, и мы двигаемся в нужном нам направлении, тем целям, которые мы избрали для себя. Поэтому, если вы создаете YouTube-канал, вы не должны подвергаться влиянию извне тех людей, которые вам говорят: закройте, перестаньте снимать, ваши видео неудачные, смените ведущего, смените имидж, не двигайтесь так, не двигайтесь сяк. Я всегда говорю, попробуйте сделать это сами, и мы посмотрим с удовольствием на ваш продукт,
производства вашего творчества. Поэтому мы снимаем, так как наша концепция заложена, так как в нашем плане запланировано, извините за тавтологию, и двигаемся к тем целям, ставим те приоритеты, которые были поставлены у нас изначально. Мы имеем свою концепцию, мы имеем свои табу, у нас есть свои принципы, мы не пускаем в кадр тех людей, в которых мы не уверены или мы не хотим, если люди заходят в наш кадр, только те, которые интересны нам, с которыми мы хотим поделиться с вами, которые вообще интересные люди, приятные нам прежде всего. И мы никогда не снимаем платные рекламы, а рекламируем, наверное, то, что нам интересно. Именно это не реклама, потому что она не идет за деньги, а это как совет скорее можно воспринимать. Мы ни за одно какой-то наш ролик не получали деньги, как за рекламу. То есть у нас такой концепции не стояло. Рекламируем мы только себя, свой бизнес и рассказываем о своем опыте и о той стране, в которой мы живем, которая нам нравится. Мы любим это место, мы хотим, чтобы это место было лучше, чище, краше, развивалось и развиваться вместе с этим местом, где мы живем. Вот, поэтому концепция есть концепция. Выбрали свою концепцию, двигайтесь туда, и никто не должен вас сбивать с пути. Снимайте, делайте свой продукт. Каждое видео – это как дитя, которое вот у вас рождается, и вы должны дать ему имя, показать, какой он красивый, выпустить его в мир. А там уже дело людей. То есть нравится, не нравится, это уже как бы такой вот момент. Поэтому будьте уверены в себе, и будет обязательно все получаться. А если у вас есть вопросы какие-то по еще вот этой тематике, пишите, что-то мы вам посоветуем, чем-то мы поделимся. Но никого не рекламируем, никакую технику, никакие программы. Вот это у нас табу. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставайтесь на нашем канале. Впереди много интересного. Давайте вместе изучать Испанию. Ну и до новых встреч в новых наших роликах. Всем адьос, амигос. Пока-пока. Чао. Увидимся вновь.